Трамп собирается ударить по иранской ядерной горе. Там, возможно, спрятаны центрифуги для обогащения урана. Но никакая бомба, кроме атомной, гору не пробьет. О каком решении говорит Трамп? Пит Хексет на слушаниях в Сенате освистан противниками войны, назвал шокирующую сумму расходов и требует еще денег на бомбардировки. Зеленский принял Соломоново решение. Сырский отправлен в отставку. Новый главнокомандующий, 43-летний Михаил Драпатый, освобождавший Мариуполь от российских боевиков еще в 2014 году. Китай и Филиппины. Драка веслами на надувных лодках за выход в Индийский океан. Франция запретила социальные сети для подростков. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп заявил, что США очень скоро ударят по подземному комплексу, расположенному возле Натанза, в недрах горы Пикакс, также известный как Колонгасла. По данным западных разведок, Иран может скрывать там каскады газовых центрифуг, оборудование для обогащения урана. Тоннели залегают глубже зоны гарантированного поражения американскими противобункерными бомбами. Однако Вашингтон готовится атаковать одну из самых защищенных частей иранской ядерной программы. Господин президент, нет никаких признаков того, что Иран готов прекратить боевые действия. Так каков же план? Просто продолжать бомбардировки, пока они не сдадутся? Откуда вы знаете, что никаких признаков нет? Почему? Вы знаете что-то, чего не знаю я. Ну, они продолжают атаковать наших союзников. Вы не знаете, какой диалог ведется за кулисами? Что они отчаянно хотят встретиться, чтобы попытаться положить этому конец? Потому что их уничтожают. Вы этого не узнаете, когда слушаете свой фейковый телеканал. Но вы не знаете. Вы ничего не знаете. То есть переговоры все еще возможны? Вы знаете что-то, чего не знаю я? Ну так расскажите нам. Я вам расскажу. Они отчаянно хотят встретиться. А пока они не будут готовы к содержательной встрече, мы даже не заинтересованы. В данном случае Иран больше. Это более сложная ситуация. Но, вероятно, мы справляемся с ней столь же успешно. Посмотрите на нанесенный ущерб. И вновь, как я уже сказал молодому человеку, который только что задал вопрос здесь. Если бы мы ушли сегодня, им понадобились бы десятилетия на восстановление. И я не верю, что они вообще когда-либо смогли бы восстановиться. И, честно говоря, они еще ничего не видели. Мы были добры, мы были добры. Считаете ли вы, что Иран переместил ядерные центрифуги внутрь горы Пикакс? И когда вы говорите, что мы еще не закончили, что именно осталось довести до конца? Ну, думаю, они, возможно, это сделали. У нас нет официальных данных. Все, что мы делаем, читаем фейковые новости. Знаете, новости столько раз оказываются совершенно неверными. Так что, возможно, на этот раз они правы. Но ничего страшного. Это ничего не значит, если у них нет материала. Вы говорите о центрифугах? Да. Это ничего не значит, если у них нет материала. А его у них нет. Мы следим за материалом. Вот где все самое главное. И мы, весьма вероятно, нанесем удар по этому району довольно скоро. И они ничего не смогут с этим поделать. Знаете, обычно я бы такого не говорил. Если бы я считал, что они могут что-то с этим сделать, я бы никогда этого не сказал. Но мы довольно скоро нанесем по этому району очень мощный удар. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени прибыл в Исламабад и попросил Пакистан возобновить посредничество в урегулировании конфликта с США. Он встретился с премьер-министром Шехбазом Шарифом и командующим армией Асимом Муниром. Тегеран ранее получил через посредников предложение о 10-дневном прекращении огня, которое должно сохранить временные договоренности и открыть путь к более широкому соглашению. Переговоры проходят после особенно тяжелых для США боев. Число погибших американских военных достигло 17. Война США с Ираном уже обошлась американскому бюджету в $37,5 миллиарда. Министр обороны США Пит Хексет назвал эту сумму на слушаниях в Сенате. Она почти на 8 миллиардов превышает предыдущую публичную оценку. Часть расходов рассчитана по состоянию на сегодняшний день, остальные – денежное содержание военных, эксплуатация и обслуживание техники – заложены до 30 сентября. Это первые публичные слушания Хексета после возобновления американских операций против Ирана в начале июля. Есть ли у вас новая оценка того, во сколько нам уже обошлась война сейчас, на 5-м месяце первого года войны с Ираном? Сенатор, по нашей оценке на сегодняшний день, $37,5 миллиардов. Указывает ли нынешняя ситуация, продолжающийся обмен ударами с Ираном, о котором нам сообщают, на то, что в ближайшие месяцы эта сумма увеличится? В эту сумму уже включена часть дополнительных расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, денежное содержание военнослужащих и другие затраты, ожидаемые до конца финансового года. Поэтому она частично учитывает расходы, которые возникнут в будущем. Так какую новую сумму вы мне назвали? $37,5 миллиардов. И за какой период войны рассчитана эта сумма?
Некоторые ее составляющие рассчитаны по сегодняшний день, но в нее также включены денежное содержание военнослужащих, эксплуатационные расходы и другие предполагаемые затраты до 30 сентября. Протестующие сорвали начало выступления министра обороны США Пита Хексета в Сенатском комитете по ассигнованиям. Они обвинили Пентагон в гибели детей в Иране и кричали, что у Хексета руки в крови. Слушания посвящены дополнительному финансированию войны. По данным Минздрава Ирана, за 3 недели американских ударов погибли 50 человек, более 500 ранены. Как вам известно, мы живем в опасном мире, который требует смелых и быстрых действий. Отсюда и этот запрос на дополнительное финансирование на 2026 финансовый год. Этот запрос — срочное и необходимое вливание ресурсов для удовлетворения неотложных потребностей нашего ведомства. Запрос на дополнительное финансирование не является заменой. Это направлено против иранского народа. Ваши руки в крови 17 американцев. Свидетель должен прерваться до восстановления порядка в зале заседаний комитета. Я понимаю, что люди испытывают очень сильные чувства. Но в зале слушаний должен соблюдаться порядок, чтобы мы могли продолжить. Теперь мы продолжим слушание. Министр Хексет, пожалуйста, продолжайте. Спасибо. Запрос на дополнительное финансирование не заменяет полный запрос президента по базовому бюджету в размере $1,5 триллиона. $1,5 триллиона. Прекратите бомбить наших детей в Иране и Палестине. Это незаконно. Господин министр, пожалуйста, прервитесь до восстановления порядка в зале. Поскольку вас уже дважды перебили, мы заново запустим отсчет времени. Пожалуйста, продолжайте. $1,5 триллиона — именно столько запрашивает президент, и столько нам необходимо для защиты страны. Члены этого комитета лучше большинства понимают, что долгосрочное стратегическое превосходство невозможно финансировать за счет разовых дополнительных ассигнований. Ветераны требуют прекратить эту войну прямо сейчас. В зале слушаний должен соблюдаться порядок. Господин министр, пожалуйста, продолжайте. В совокупности бюджетные предложения, представленные при президенте Трампе, следуют простой логике. Я прошу сотрудников полиции Капитолия, профессионализмом которых я восхищаюсь, вывести тех, кто пытается сорвать слушание. Пожалуйста, продолжайте. Президент Трамп следует простой логике. Вооруженным силам необходимы инвестиции, способные обеспечить развитие на поколение вперед, чтобы реализовать принцип «мир благодаря силе». Мы знаем, что лучший способ обеспечить мир — подготовиться к войне и тем самым ее предотвратить. Именно этим и занимается военное министерство. Создает настолько мощные силы, что бросать им вызов было бы абсурдно. Это прямой ответ на пренебрежение приоритетами и грубую халатность предыдущей администрации, которая игнорировала сохранявшиеся угрозы. Президент Трамп унаследовал целый комплекс глобальных и внутренних кризисов. Дональд Трамп предупредил, США ответят, если йеменские хуситы начнут блокаду Красного моря. Поддерживаемая Ираном террористическая организация объявила морское эмбарго против Саудовской Аравии и угрожает судам, связанным с ее нефтяной торговлей. 2 танкера уже развернулись перед Баб-эль-Мандебом. Через пролив проходит около 7% мировых энергопоставок. Его перекрытие усугубит кризис в Ормузе. Насколько вас беспокоит возможная блокада Красного моря повстанцами-хуситами и открытие еще одного фронта в этой войне? Что ж, посмотрим, что произойдет. Пока этого не случилось. Возможно, случится, но мы решаем такие вопросы. Если подобное произойдет, мы с этим разберемся. Знаете, мы уже имели дело с хуситами, и с тех пор, как мы тогда сделали то, что сделали, ничего от них не слышали. Мы примерно 45 дней вели против хуситов очень мощные действия, и никаких проблем с хуситами у нас не было. И у них уже долгое время не было проблем с нами, в том числе во время нынешнего конфликта. Думаю, если произойдет что-то подобное, нам просто придется заняться делом. Владимир Зеленский объявил о смене главнокомандующего вооруженными силами Украины. Александра Сырского, командовавшего армией с февраля 2024 года, сменит генерал-майор Михаил Драпатый, командующий Объединенными силами обороны Украины. Кроме Сырского, с должности снят начальник генерального штаба Андрей Гнатов. Его, по предварительным сведениям, заменит Владимир Горбатюк. Решение должны оформить в среду.
Уважаемые украинцы, украинки! Сегодня состоялся еще ряд встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты, командующим оперативной группировкой «Восток» Виктором Николюком. Фактически мы поговорили с представителями всех уровней высшего командования армии и в целом сил обороны и безопасности Украины. И видим общую позицию. Апостол, Редис, Белецкий, Горбатюк, Оболенский, Бровди и другие. Я поговорил со многими. Все приоритеты и пути модернизации управления армией проанализированы. Первое. Я определил, что новым главнокомандующим вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом Евгением Хмарой и Павлом Полисой мы определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба вооруженных сил Украины. Факт в том, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины при обороне Киева во время Харьковской наступательной операции, Курской операции. Пройден значительный путь. Защита Украины продолжается, и каждый воин заслуживает достойного отношения. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные позиции Украины на фронте. Я благодарен Михаилу Драпатому именно за такой подход. Сегодня мы говорили с Александром Сырским и Андреем Гнатовым о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел. Второе. Мы определили с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть выполнены в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Операции сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа МИД-страйков будут выполняться абсолютно четко. Третье. Необходимо максимально слаженно, на институциональном уровне, передать все дела в армии и продолжить запланированные действия в рамках боевых операций. Четвертое. Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры, которых мы определим вместе, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны. Шаги по продолжению реформы корпусной системы, выполнению запросов боевых командиров на поставки оружия, дронов и оборудования, которые в эти дни прозвучали и на заседании Ставки, и во время нашего непосредственного общения с командирами. Максимально закрыть небо от российских ударов, дать реальное видение мобилизационного процесса. Это приоритет. Пятое. Сегодня у меня также состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства и обеспечить ее развитие. Компетентность Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые достижения, технологические результаты и дипстрайки Альфы говорят сами за себя. И это необходимо в системе правительственных структур. Желание у всех нас одно — победить врага, добиться таких условий на фронте и такого давления на Россию, которые позволили бы принудить Россию к миру. Завтра мы официально оформим все решения. Украина должна выйти из этой ситуации более сильной, а России станет сложнее. Я благодарю всех наших воинов, каждое результативное подразделение. Благодарю каждого, кто заботится о нашем государстве, кто заботится о наших национальных интересах, так же, как о самом себе. Слава Украине! Еще накануне украинский генштаб называл сообщения о предстоящей отставке недостоверными. Зеленский поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции. Однако перестановка последовала после открытого конфликта в военном руководстве и 6 дней протестов в Киеве и других городах. Участники акции требовали вернуть Михаила Федорова в Министерство обороны и отправить Сырского в отставку. Федоров обвинял главкома в блокировании реформы технологических инициатив. Сырский отвечал, что армия меняется, но одних беспилотников для войны недостаточно. Михаил Драпатый публично поддержал отправленного в отставку с поста министра обороны Михаила Федорова и заявил, что за последние полгода Министерство обороны стало для армии реальным партнером. Благодарю президента Украины за доверие, министра обороны за поддержку, а силы обороны за новый этап службы. Служить Украине всегда было для меня честью. Во время войны за независимость это означает абсолютную ответственность. Благодарен главнокомандующему вооруженными силами Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. Я вырос в ее рядах.
буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации! Смерть врагам! Новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому 43 года. Профессиональный танкист, генерал-майор, прошедший путь от командира батальона до высшей должности в украинской армии. В мае 2014 года именно его БМП буквально перелетело через баррикаду, построенную российскими боевиками в Мариуполе. Эти кадры стали одним из символов освобождения города от российских захватчиков. Тем же летом Драпатый организовал выход украинских подразделений из окружения под Изварино. Около 260 военных и более 30 машин прошли с боями свыше 160 километров. В 2021 году Михаилу Драпатому вручили переходящий меч британской королевы Queen's Sword. Это почетная награда, которую посольство Великобритании в Украине ежегодно вручает лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня подготовки Национального университета обороны. После начала полномасштабного вторжения командовал войсками на юге и участвовал в освобождении Херсонской области. Драпатый руководил обороной Кривого Рога и освобождением Херсона и правобережья Херсонской области. В 2024 отвечал за сдерживание российского наступления под Харьковом. После удара по учебному полигону подал в отставку с должности командующего сухопутными войсками, заявив о личной ответственности, но затем возглавил объединенные силы. Экс-главком Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Игнатов уже обсудили передачу дел и дальнейший формат его службы. Драпатому поручено перестроить работу Генштаба, продолжить корпусную реформу, обеспечить войска оружием, техникой и дронами, усилить защиту неба, сохранить дальние удары по России и представить обновленный подход к мобилизации. Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг назвал показательной и безответственной российскую стрельбу у английского побережья. Российский военный корабль провел короткие боевые учения примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Маневры проходили в международных водах, формально стандартные меры безопасности были соблюдены. Вчерашние действия следует расценивать как демонстративные и безответственные. Россия ведет себя подобным образом не впервые. И, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга тех угроз, с которыми ежедневно сталкиваются наша страна и наши союзники. У России не должно быть никаких сомнений в решимости этого правительства и этого премьер-министра, в нашей решимости противостоять российской агрессии в Украине, а также российской агрессии против всех наших союзников. А тем временем Россия одновременно подняла дальнюю авиацию на двух флангах. Над Балтийским морем два дальних бомбардировщика Ту-22 в сопровождении Су-35 летали более 4 часов. Над Японским морем стратегические ракетоносцы Ту-95МС, способные нести ядерное оружие, провели в воздухе более 11 часов. Их прикрывали Су-35С и Су-30С. Москва утверждает, оба полета плановые, проходили над нейтральными водами и по международным правилам. О нарушении границ не сообщалось. Страны НАТО регулярно поднимают авиацию для идентификации российских самолетов, часто летящих без планов, транспондеров и радиосвязи. В июле Альянс расширил Балтийскую миссию с воздушного патрулирования до противовоздушной обороны. Драка веслами и дубинками у ржавого корабля – это борьба за контроль над одним из главных морских маршрутов планеты. Утром 20 июля китайский катер приблизился к филиппинскому военному посту на рифе Второй Томас. Навстречу вышли две лодки ВМС «Филиппин». После столкновения один филиппинский моряк получил удар по голове, лодка была повреждена. Пекин утверждает, что филиппинцы первыми пошли на таран и напали на сотрудников береговой охраны. Манила обвиняет Китай. Страны вызвали послов друг друга. В центре конфликта БРП Сьерра-Мадре, который Филиппины посадили на риф в 1999 году и превратили в военный пост. Китайское государственное телевидение показало установленные рядом заграждения, назвав их попыткой укрепить судно. Но спор идет не только о рифе. Китай стремится контролировать Южно-Китайское море, его рыбные и энергетические ресурсы, торговые пути и маршруты из китайских портов в Индийский океан через Малакский пролив. Филиппины защищают исключительную экономическую зону, права на которую подтвердил международный арбитраж. Пекин решение не признает и постепенно вытесняет филиппинские суда береговой охраной и морской милицией. Однако нападение на филиппинский военный корабль может привести в действие договор Манилы с Вашингтоном. Тогда локальная драка на рифе рискует перерасти в прямое столкновение Китая и США. Дональд Трамп принял в Белом доме президента Ливана Жозефа Ауна. Это первая встреча подобного рода в Белом доме за 17 лет. Главная тема – план, который связывает разоружение Хезболлы с поэтапным выводом израильских войск с юга Ливана. Аун передал американской стороне письменные предложения и рассчитывает, что Вашингтон добьется выполнения соглашения от 26 июня.
Ливанская армия уже начала занимать отдельные районы, оставленные израильскими подразделениями. Однако Израиль требует ликвидации военной инфраструктуры Хезболлы, а сама группировка отказывается сдавать оружие и отвергает прямые переговоры. Трамп назвал Хезболлу главной проблемой и заявил, что ожидает прогресса. Для Бейрута цель – восстановить государственный контроль над югом и вернуть домой сотни тысяч перемещенных жителей. Мы уже неоднократно общались через представителей, и отношения у нас очень хорошие. Думаю, Ливан долгое время был страной, с которой обращались очень несправедливо. Там удивительные люди. Профессора, врачи, юристы, выдающиеся интеллектуалы. И на протяжении многих десятилетий страна сильно страдала. Действительно, ей пришлось очень и очень тяжело. Выдающиеся интеллектуалы, и они по-прежнему любят свою страну. Они хотят там жить, и мы ей поможем. Мы очень сильно ей поможем. Поэтому для меня большая честь принимать здесь президента и ваших представителей. Мы уже встречались несколько раз, и у нас состоялись хорошие встречи. Мы решим множество проблем. Некоторые проблемы Ливана мы уже решили. Как вам известно, существует проблема Хезболлы. Но мы уже кое-что сделали, и думаю, мир это заметит. Повторю, с этим местом, с этой страной обращались очень плохо. А мы добьемся того, чтобы с ней обращались должным образом и с тем уважением, которого она заслуживает. Господин президент, для меня большая честь принимать вас. Большое спасибо. Нет, это вам спасибо. Я давно ждал этого визита и встречи с таким великим президентом, как вы. Очень приятные слова. Видите, он знает, как ко мне подступиться. Теперь он может получить все, что угодно. Теперь он может получить все. Есть ли четкие сроки вывода израильской армии из Ливана? Сейчас идет этот процесс. Они передислоцируются в другие районы. И, повторю, они очень хорошо ладят. Это было отличное соглашение, которое они подписали с Ливаном. И сейчас они передислоцируются. Ливанской армии необходима помощь. Соединенные Штаты заявляли, что очень важно, чтобы ливанская армия взяла под контроль деревни, из которых ушла Хезболла. Как вы намерены ей помочь и как это будет происходить? Мы сегодня это обсудим. Да, мы поговорим об этом сегодня с вашим президентом. У нас уже есть несколько вполне конкретных планов, предусматривающих участие и помощь других сторон. Но они также становятся гораздо более самостоятельными. Мы это обсудим. Это одна из тем наших сегодняшних переговоров. Сегодня ливанская армия заявила, что израильские военные открыли огонь рядом с ливанскими подразделениями, пытавшимися развернуться в одной из этих пилотных зон. Это второй день работы пилотных зон. Готовы ли вы предпринять дополнительные шаги, чтобы оказать давление на Израиль и добиться его вывода войск? Насколько я понимаю, президент АУН намерен обратиться к вам с такой просьбой? Что ж, я разберусь. Я услышал об этом только перед этой пресс-конференцией. Это только что произошло. Мы изучим этот вопрос. Да. Вы по-прежнему ведете переговоры с Хезболлой? В предыдущих интервью вы говорили, что общаетесь с Хезболлой. Я бы так не сказал, но я готов говорить с Хезболлой. Я разговариваю со всеми. Я готов говорить с людьми, с которыми, как считают многие, мне не следует разговаривать. И это приносит результат. Скажу так. Если бы президент попросил меня поговорить с Хезболлой, знаете, он уже долгое время живет бок о бок с Хезболлой. И если бы президент попросил меня поговорить с Хезболлой, я бы это сделал. Сделал бы. Думаю, господин президент, это станет вашим наследием. Вместе мы сможем достичь этой цели. Ливану и всему региону уже давно пора обрести стабильность и безопасность. Я знаю ваше видение. Это мир. Это стабильность. Думаю, мое видение совпадает с вашим. И вместе, мы, полагаю, сможем добиться успеха в этом деле. Я с этим согласен. Полностью согласен. И на вашей стороне огромная сила духа. У вас есть люди, которые любят эту страну, и они добьются успеха. Мы добьемся успеха. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон принял в Капитолии спикера Палаты общин Великобритании Линдси Хойла. Джонсон пожелал успехов новому британскому премьер-министру Энди Бёрнему. Хойл выразил соболезнования в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма и гибелью американских военных на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты и Великобритания – две из самых выдающихся стран, которые когда-либо знал мир. Вместе мы представляем собой величайшую силу, способствующую распространению человеческой свободы и сохранению ценностей западной цивилизации. Спикер Хойл и я всем сердцем верим в эти, как принято говорить, особые отношения. Мы продолжим оставаться маяком свободы. Такова решимость обеих наших стран, какой она была на протяжении всей нашей истории. И этот визит вновь подтверждает наши общие надежды и обязательства. Наконец, я хотел бы передать наилучшие пожелания недавно назначенному премьер-министру Великобритании
Энди Бёрнему, который только вчера вступил в должность. Надеюсь, что новое правительство сможет работать вместе с Соединенными Штатами ради продвижения общих интересов и приоритетов наших народов. Для меня большая честь находиться здесь вместе с вами. И прежде всего, я просто должен сказать, как мы опечалены смертью Линдси Грэма. Мы выражаем свои соболезнования. Это человек, который вдохновлял всех нас своей поддержкой Украины. Поэтому мы можем лишь сказать, как глубоко скорбим в связи с его смертью. И, конечно, в связи с недавней гибелью военнослужащих. Сенат Франции одобрил запрет социальных сетей для детей младше 15 лет. Если закон поддержит Национальное собрание, новые аккаунты для подростков окажутся под запретом уже с 1 сентября, а платформы получат еще 4 месяца, чтобы закрыть существующие. Возраст пользователей придется подтверждать через систему, одобренную французским регулятором по защите данных. Президент Франции Эммануэль Макрон требует ввести ограничения к началу учебного года и призывает подростков меньше смотреть в телефоны. Франция может стать второй страной после Австралии, где с декабря действует запрет для пользователей младше 16 лет. Закон еще должна оценить Еврокомиссия.